После того, как вы просмотрите это видео, ваша жизнь не будет прежней. Мы уже осознали по 2 частям этого цикла, что в канадском городке Хэй-Ривер все не так, как у нас, даже на музейно-библиотекарском уровне. А теперь мы переходим к супертеме. А как же управляет этот небольшой канадский городок? Кто эти люди? Сколько их? А какие у них зарплаты? Лично я, когда во всем разобралась, то поняла, откуда растут ноги у нашей коррупции. А растут они из СССР. Мы, оказывается, просто подлампичили советскую систему и до сих пор играемся в депутатов, в комиссии. У нас мэры даже небольших городков и головы ОТГ важно восседают в своих кабинетах, как набобы, окруженные охраной и секретарями. Получают они за свой доблесний труд оклады і всякі немислимі надбавки, доплата за вислугу років, премія за особливо важливу роботу, просто премія у розмірі окладу. А средний портрет мэра или головы ОТГ нам тоже известен. Как правило, это хитроватый дядька, часто хамовитый и недоступный. А теперь мы посмотрим, как все это устроено в канадском городке Хэй-Ривер. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Городок этот населяют 3169 жителей. Это 1500 домохозяйств, то есть наше среднее ОТГ. Вот здание мэрии. Одноэтажное и безпафосное. Открываем сайт и по нему пробежимся. Обратим внимание, что сайт мэрии сконструирован простенько и затеряться тут очень трудно. Зато здесь есть вся необходимая информация, которую легко найти. Итак, открываем вкладку «Подразделения» и видим, что управляют городом 13 подразделений. Рассмотрим каждое, чем они занимаются. Первое. Административный отдел. Он не зря в списке первый. Это важнейшее подразделение, и возглавляется оно старшим менеджером. Это исполнительная власть, по аналогии с премьер-министром. Старшего менеджера обычно мало кто знает, но именно он отвечает за координацию действий между всеми подразделениями. Именно он отвечает перед советом за эффективное управление всей деятельностью города, и руководители подразделений отвечают именно перед ним, а не перед мэром. Также старший менеджер распоряжается офисными запасами, готовит отчеты, составляет договора. Сейчас старший менеджер города Глен Смит. Его назначили в 2020 году. Он не появился внезапно, как черт из табакерки. Последние 2 года он был заместителем старшего менеджера, и его обучали, готовили к передаче дел. Глен Смит помогал контролировать строительство нового павильона, составил многолетний план развития туризма и маркетинга, бегал по свалкам, когда там случился пожар, эвакуировал население при наводнении. Перед этим Глен 18 лет проработал в энергетической корпорации. И вот его совет города назначил старшим менеджером. Посмотрим внимательно на Глена, он даже визуально внушает доверие. Так вот, по нашим меркам, быть старшим менеджером на таких условиях, это же и есть хозяин города. В топку мэра можно развернуться так, что и правнукам хватит. Но глядя на фото Глена, понятно, что это не его цель. Там такое не прокатит, потому что есть четкие правила игры. Чтобы вы понимали, в Канаде и США только городские менеджеры обычно работают полный рабочий день, потому что объема работы у них предостаточно. Старшие менеджеры должны быть непредвзяты, политически нейтральны и избегать политической деятельности. У них есть кодекс этики, который запрещает им проводить политические кампании от имени кандидатов, делать на них пожертвования и демонстрировать свою политическую приверженность, даже таких, как наклейка на бампере. Если сити-менеджеры нарушат кодекс этики, они могут легко лишиться членства в ассоциации городских менеджеров. Репутации его конец. Ну вот посмотрим на примере Боря Гена. Филатов выиграл выборы мэра, но главным менеджером
поставил незаконно своего дружка Корбана. Расследования журналистов от 26 ноября 2019 года показали, что именно к Корбану ездят все руководители подразделений на доклад. Так вот, Корбан и был этим самым подпольным главным менеджером. В общем, мы поняли, что идиотский клич ставить на пост мэра или президента крепкого хозяйственника – это совковое представление. Исполнительная власть должна быть лишена политической окраски, как видим. И раз старшего менеджера назначает совет города, то и ответственность за репутацию старшего менеджера на совете. Если старший менеджер начнет подворовывать, то с ним сразу же разорвут контракт, потому что он нанятый работник и работает по трудовому договору. Второе подразделение – здание. Здесь выдают разрешение на строительство. Development Officer – это сотрудник по развитию. Понятно, у нас это хлебное место. Но Development Officer отвечает перед старшим менеджером, поэтому, если что, полетят в тартарары вместе. Третье – служба охраны. Не лично мэра и мэрии, и не старшего менеджера. Начальник службы охраны обеспечивает соблюдение подзаконных актов, законов, кодексов, которые приняли местные органы власти. У них такие задачи: защитить население, сохранить красоту и функциональность города и контроль за животными. Четвертое подразделение – это тот самый загадочный совет города, который назначал старшего менеджера. Совет – это руководящий орган, и состоит он из мэра, его заместителя и 6 участников. У совета 3 задачи. Первая – максимально точно учесть пожелания избирателей. Вторая – установить правила для деятельности муниципалитета. И третье – обеспечить эффективное использование финансовых и кадровых ресурсов города. Подробнее о совете будет отдельная вкладка, но пока мы поняли, что совет – это чисто политический орган. Пятое подразделение – это отдел экономического развития. Он помогает и содействует проектам и услугам. Это всякие справочные службы и службы связи для многочисленных государственных, промышленных и общественных служб, организаций и бизнес-ассоциаций. Шестое подразделение – финансовое управление. Это всякая финансовая отчетность, управление капитальным и операционным бюджетом, кредиторско-дебиторская задолженность. Также они выставляют счета по налогу на имущество и за коммунальные услуги. Гляньте на этот отчет. Любой в нем разберется. А теперь найдите отчет на сайте своего города или ОТГ. Во-первых, будете долго искать, а когда найдете, то ничего там не поймете. Возьмем Солонянскую ОТГ. Искала я во всех этих многочисленных вкладках, нашла финансовую отчетность бухгалтерскую, где мало что полезного увидишь. А отчетность в Хей-Ривере на сайте составлена специально для горожан. Она наглядная, чтобы любой мог в ней разобраться. Седьмое подразделение – пожарные и аварийные службы. Ними заправляет штатный начальник. Объясняю. В пожарной службе Канады есть волонтеры и штатные работники. Волонтеры – это члены пожарной команды, которые бесплатно посвящают свое время местной пожарной части. Они выезжают на экстренные вызовы и проходят подготовку как профессиональные пожарные. И вот мы видим, как поощряют начальников пожарных служб, волонтера и карьерного, то есть штатного сотрудника. Так вот, в Хей-Ривере 29 пожарных, в том числе карьерный начальник, 2 заместителя, 4 капитана и пожарные, которые тушат пожары, спасают людей и оказывают другие экстренные скорые услуги населению. Пожарные встречаются каждый четверг для обучения и каждые выходные для еженедельной проверки и обслуживания оборудования. Такое чувство, что кроме начальника остальные на частичной занятости и волонтеры. Восьмое подразделение – отдел кадров. Это не то, что вы себе представляете: принять, уволить, а остальное рабочее время чаи гонять с подружками. Отдел кадров занимается набором и сохранением рабочих мест, обучением, устраивает всякие курсы повышения квалификации, улаживает даже отношения между сотрудниками, а также отвечает за охрану труда и технику безопасности.
9 подразделение – парки и зоны отдыха. Их задача – программы и мероприятия для всего сообщества. Большинство программ проводится в общественном центре, что в центре города Хей-Ривер. Там есть конференц-залы и большой зал, который можно арендовать, ледовое покрытие, каток для керлинга, крытая пешеходная дорожка и бассейн. 10 подразделение – отдел планирования. Он занимается распространением информации и рекомендаций для совета, землевладельцев, широкой общественности и девелоперской отрасли. Также отдел планирования управляет официальным планом города, положением о зонировании и процессом утверждения застройки. Проводит исследования по землепользованию. По-нашему, это очень хлебное местечко. Представляете, насколько хатынок там можно наскрести с точки зрения нашего постсоветского коррупционера. Но, как видите, в Хей-Ривере все это прозрачно. Вот местное постановление по этой теме, что, кому и куда. 11 подразделение – общественные работы. Они занимаются эксплуатацией, техническим обслуживанием кладбищ, ремонтом дорог, распределением питьевой воды, сбором бытовых сточных вод, удалением твердых отходов и уборкой снега. 12 подразделение – отдел коммунальных услуг. Обрабатывает все счета за коммунальные услуги. Они отправляют абонентам счета за воду, составляют планы платежей и обрабатывают заявления на подключение и отключение воды. И 13 подразделение – инвентаризация земли. И сразу тут табличка лотов на продажу земли. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Ну что, прониклись? И теперь самое время посмотреть, чем же занимается тогда совет города, если все те подразделения, что мы перечислили, подчиняются главному менеджеру. Целые 4 вкладки нам расскажут о совете. Садитесь поудобнее и приготовьте платочек, чтобы вытирать свои слезы. Начнем с мэра. Кэндис Джеймсон провела более 15 лет на руководящих должностях в банковской сфере. Потом вместе со своим мужем приобрела Hay-River Disposals. Это такая компания, которая занимается, как я поняла, и отходами, и всем на свете. Мэрам разрешается заниматься политической деятельностью, сколько им влезет, потому что их и выбирают в результате этой деятельности. И теперь слушайтесь. Мэров выбирают, судя по их платформе, опыту и личности. А личность – это и есть их репутация. Ребята, репутация – это все в цивилизованном обществе. Репутация – это не обещания, а практические дела. Репутация – это создавшееся общее мнение о достоинствах и недостатках человека. Мнение, понимаете? Поэтому ее и зарабатывают и волонтерством, и временем, которое человек посвящает громаде. Домашнее задание – поразмышляйте над репутацией мэра вашего города или главы ОТГ. Мэры находятся в центре внимания, они посещают торжественные мероприятия, всякие перерезания ленточек, занимаются сбором средств и фотографируются с прессой. А какова же зарплата мэра, спросите вы? А она зависит от численности населения, размера города, его географического расположения и так далее. И только в крупных городах мэры имеют возможность работать полный рабочий день. В маленьких городках они нередко вообще не получают зарплаты. Им только компенсируют транспортные, представительские и другие расходы. У нас это страшная болезнь, полный рабочий день. Я уже рассказала, как этим загубили профессию бухгалтера. Ссылка вверху. Что до членов совета, то они тоже выбираются. Вот объявление о присяге мэра и членов совета. Многие советники работают где-то на полной ставке, но работодатели обязаны их отпускать, если им что-то надо сделать по делам совета. Советники посвящают несколько часов в неделю своим обязанностям в совете, возможно, по вечерам и выходные дни. Так как они все работают где-то, то большинство вопросов решают посредством переписки, электронной почты, телефона и личных встреч. Советники посещают заседания как самого совета, так и тех конкретных комитетов, в которых они состоят. Заседания совета Хей-Ривера проходят по понедельникам в 18:30. То есть после рабочего дня. Эти встречи проходят через Zoom, и их можно посмотреть на канале YouTube. Давайте посмотрим, как это выглядит.
Welcome to the regular meeting of council for June 27th. I'm going to call the meeting to order. You have before you a copy of tonight's agenda. We are removing item 10 as there is no in camera. So looking for a motion to adopt the agenda as amended. Work in the area. And also Recreation is supporting the big celebration that the mayor mentioned around Canada Day. So a lot of setup activities ahead of and during the weekend. And that's it for Recreation. If there's any questions on it. Just a quick question. I love the idea that we contacted the Heritage Society about the old sign. I did notice that we covered up the old Port Landing sign, the old wooden ones behind it, the metal piece. Item 7B is a letter of support. Councillor Dufert? Oh, Councillor Willow, sorry, go ahead. Yeah, quick question just before we carry on. Are we using this format supposed to have the minutes in front of us or not? Or the agenda, I should say. The agenda? Oh, yeah, Stacy, can you put the agenda up? I have been sharing my screen. Have you not seen it? Is that for Councillor Willows? Yeah. Okay, thank you, Madam Mayor. I support this. The question is, I notice in the script as we go through it, it's talking about trying to enhance having events into the smaller communities. So when it says smaller communities, are we talking about Hay River? Okay, thanks. It just, yeah, it wasn't specific about Hay River or somewhere else. Thanks. Yeah. Fair enough. Any further questions? Brian, okay, we're good. Motion carries. And finally, item number 11. Councillor Willows. Thank you, Madam Mayor, and a motion to adjourn. Have a great week, guys. It's supposed to be a hot one. Yeah, I hope everyone's enjoying their summer. Yeah, see you on Canada Day. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, лицезреем фотографии членов Совета. Здесь я вижу молодежь, плюс опыт, и все эти люди представляют различные категории населения. Давайте посмотрим на некоторых ириверских советников подробнее, и вы сравните их со своими депутатами. Карен Волл представляет молодежь. Она учительница, поэтому совмещать работу в Совете со своей основной ей сложно, но она настроена оптимистично, потому что для нее большая честь присоединиться к этой динамичной команде советников и, главное, представлять мнение своих сограждан. Джефф Груневеген, инженер по эксплуатации и лицензированный риэлтор. У Джеффа и его жены Кэндис 3 детей. Они очень активны в городе и рады представлять жителей Хей-Ривер. Кейт Дохи, заместитель мэра. Он представляет коренные народы. Является активным членом сообщества и заядлым волонтером. В последнее время он был председателем по сбору средств для зимних игр, а также одним из организаторов ежегодного фестиваля лобстеров. Это 3-й срок Кита в Совете. Предыдущие он входил в комитет по отдыху, комитет по зоне, свободной от наркотиков, первоначальный комитет по дизайну центра отдыха. Как видим, это все уважаемые члены общества, которые проявили себя прежде всего активностью на благо своего города и волонтерской деятельностью. То есть не абы кто. Комитеты Совета – это то, что у нас называется комиссиями. После каждых муниципальных выборов городской совет назначает граждан в различные советы и комитеты, которые принимают решения или рекомендации по различным вопросам. Эти встречи дают жителям Хей-Ривера из разных слоев общества возможность добровольно проявить свои навыки, чтобы помочь городу. Комитеты есть постоянные и специальные, то есть временные, они создаются для расследования и выработки рекомендаций по краткосрочным вопросам и проблемам. В отличие от наших комиссий, в которых только депутаты могут принимать участие, что делает эти комиссии скучными и предсказуемыми. Ну ладно, о наших комиссиях позже.
Так вот, первым на этой вкладке предлагается заполнить форму заявления, если кто-то желает принять участие в работе комитета. И всего 3 комитета. Комитет по рекреации, комитет по туризму и экономическому развитию, комитет по социальным вопросам. Таким образом, мы получили достаточно полное представление, как организовано управление городом в Канаде. Единственное, что можно добавить, так это какие вакансии выставляет мэрия. Первое – это спасатель на полную ставку. Сначала краткое описание позиции о том, что это помощник спасателя $19 в час и сам спасатель от 26 до 34 $в час. Во втором файле детально расписывается эта вакансия. Вторая – это лицо, сопровождающее объект. Третье – оператор тяжелого оборудования. Четвертое – это летние возможности трудоустройства для молодежи. И последняя вакансия – это служащий по обслуживанию клиентов нерегулярный, то есть не на полную ставку. Ну, это типа секретаря, офис-менеджера. Теперь все. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Представление мы получили о том, как управляется канадский городок. Теперь посмотрим, как это у нас. И доставайте второй платочек для утирания слез. А у нас действует такой вот закон про місцеве самоврядування в Украине 1997 года. Вы видите только четверть поправок к нему. Этот несчастный закон лампичили, но так он и остался советским по духу. А вот душераздирающая схема, и по ней видно, что голова ОТГ – это полный хозяин положения. У него нет никаких противовесов. Він очолює і виконавчий комітет Ради ОТГ, і головує на скликаних ним сесіях Ради, формує їхній порядок денний, затверджує рішення Ради, ухвалені на засіданнях сесій. Тобто он и мэр, и главный менеджер в одном флаконе, а значит местный князек. И это заложено у нас на законодательном уровне. Вот в чем ужас. То есть управляет голова ОТГ и Радой, и выконкомом, и старостой тоже в его подчинении. Рада ОТГ – это наши депутаты. В Слонянской ОТГ их аж 26, и рябит в глазах от этих «за». В большинстве своем депутаты совсем согласны. А почему? А потому что наши депутаты могут попасть в Раду такими способами: самовыдвижением, по месту их проживания, на собрании трудовых коллективов или по месту их учебы, а также через местные ячейки политических партий. Так как народ у нас не умеет в большинстве своем самоорганизовываться, то в основном депутаты – это самовыдвиженцы и представители политических партий. И это приводит к тому, что партии всовывают в Раду ОТГ своих ставленников. Депутаты зависимы от партии, а голове ОТГ, в свою очередь, легко найти их болевые точки, и против него они вряд ли попрут. Вот посмотрите этот первый попавшийся заголовок в интернете. Результаты выборов ОТГ в 2017 году. Каждый четвертый кандидат от партии Відродження стал депутатом. Відродження – это была такая пророссийская партия выходцев из партии регионов. И вот таким образом они захватывали по Украине власть. А сейчас посмотрим видео заседания сессии Солонянской Рады. Фінансової підтримки КНП «Солонянська лікарня» на 2023 рік та плану розвитку КНП «Солонянська лікарня» на 2023-2025 роки. Запитання, зауваження? Голосуємо. Булкін. Варжанський. Верболов за. Водоп'янов. Гура. Зайвий. Заїка. Корж Дмитро. Корж Олександр. Кулик. Мазурик. Остапчук. Придатко. Сидоренко. Сміюха. Яценко. 16 за. Дякую, рішення прийнято. 9 питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 4 грудня 2018 року номер 7-34/7 про затвердження програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Солонянській селищній раді Дніпропетровської області на 2019-2023 роки.
Запитання, зауваження, голосуємо. Булкін. Варжанський. Верболоза, Водоп'янов. Гура. Через цей чек-бот. Але все, що відбувається в Слов'янській громаді, ви можете дивитися. Починаємо від того, кому день народження, які зустрічі є, які фонди зайшли, які призи виграла громада, на якому місці і тому подібне. Прошу активніше працювати із нашою цифровізацією. Правильно? Так. Щось додати є? Да, тут єдине, ми хочемо сказати, що в цьому році проекти громадського бюджету будуть голосуватися тільки в електронному вигляді, тобто тільки на платформі ЕДЕМ, це електронна демократія, так платформа називається, через чат-бот свої. Тобто паперових примірників, де можна буде проголосувати і потім внести в електронний реєстр, не буде. Тому, якщо ви зацікавлені, щоб на ваших територіях проекти стали переможцями, будь ласка, ми будемо з свого боку анонсувати, буде відеоінструкція, як це робити. Але дуже зручно буде це зробити через чат-бот свої. Там є закладинка «Я і влада», і вона буде прямо посилати на власне цю платформу, де будуть розташовані всі проекти. Можна буде ознайомитися із кожним і визначитися, за кого віддати голос. Велике прохання. І самі, будь ласка, це іще один додатковий аргумент, чому користуватися чат-ботом свої. Щоб і новини можна було про те, що відбувається в громаді, отримувати звідти. Тому що зачасту у Фейсбуці, ми і в Фейсбуці їх обов'язково оприлюднюємо, і на сайті, і в Інстаграмі, тому що різні цільові аудиторії користуються різними соціальними мережами. Але в свої чим зручно, якщо в Фейсбуці там в стрічці новин ви можете не завжди бачити наші новини, треба тільки переходити на нашу сторінку, щоб їх бачити, то тут ви бачите наші новини, хочете детальніше знайомитись, переходите і знайомитись детальніше. Тому, якщо можна, кому цікаво, можливо, все ж таки виділіть 3 хвилини для того, щоб пройти цю процедуру підключення собі чат-бота свої і користуватися ним. Дякуємо. Запитання є? Поки будете реєструватися... Телеграм-каналі, так? Да, Телеграм. Підписи не забуваємо, всі поставити. Продолжаем изучать нашу печальную схему управления ОТГ. Рада создает выконавчий комитет, и тот ей как бы подконтрольный. При этом выконавчий комитет возглавляет голова ОТГ. А управление и отделы ОТГ подотчетны и подконтрольны типа опять же Раде, но подчиняются голове ОТГ, а значит по факту ему і підконтрольний, тому що саме голова ОТГ призначає на посади та звільняє керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради. Він також є розпорядником бюджетних коштів і представляє ОТГ у відносинах з державними органами або ж у міжнародних відносинах. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Вот такие пироги. Мы четко видим теперь, что головы ОТГ – это по сути князьки, вся власть в их руках, и совет, и выконавчая влада. Для него нет противовесов. Давайте представим идеального голову ОТГ. Во-первых, он и сам через время скурвится от такой полноты власти. Во-вторых, если и не скурвится, то ему не дадут работать депутаты от всяких гнилых партий. А все дело в том, что у нас институт репутации втоптан в грязь. В западных цивилизациях людей оценивают по их имиджу. Запятнался, до свидос. У нас настолько больное общество, что я даже в глубоком отчаянии нахожусь. Как его выводить из этого состояния? Если Янукович карусели устраивал, чтобы добиться нужных ему результатов выборов, то сейчас надо просто обещать избирателю звезды с неба. При этом не слазить с экрана телевизора, вещать с каждого утюга и считай, выборы ты выиграл. Я люблю спрашивать тех, кто выбрал 95-й квартал в 2019. Как так случилось? Ответ почти одинаковый. Ну мы же поверили. И политтехнологи это прекрасно знают, что постсоветский человек в их кармане при правильном применении к нему черных технологий. Децентрализация, начатая в 2015-м, это был очень хороший шаг,
но он недоработан. Порох не успел, он был больше на армию нацелен и бегал как соленый заяц между этими Меркельшами и Обамами, чтобы привести их к памяти. А после него этими вопросами никто